Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что скрыто? Чего вы не видите? Или чего вы пока не знаете? Возможно, неожиданная информация словно открывает глаза на происходящее, то, что происходило и какое-то время было от вас в тайне. И тогда действительно у нас глаза очень быстро открываются, и вы сами захотите что-то изменить, то есть через информацию. Или это будет происходить каким-то иным образом, может быть, это касается того запутанного дела или вопроса, который, ну, где-то сопряжен взаимоотношениями. Конечно, расклад общий, мои дорогие, а у каждого своя какая-то боль или своя запутанность, правда? Но давайте мы, ну вот просто переложим, возможно, какую-то тему, которая вас не отпускает. Вот как болит душа, да, и вроде бы предпосылок нет, может быть, даже в каком-то вопросе вы приняли какое-то решение, а тем не менее нет-нет, да какие-то мысли вас заставляют об этом думать. Или, в принципе, ну, рассмотреть какую-то ситуацию вот отстраненно. Ну, одним словом, мы сейчас с вами сделаем сигнификацию, узнаем, что же скрыто, но для начала, кто вы, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, чтобы вы могли сориентироваться, насколько та история, которую нам раскроют карты, подходит вам, лично вам. Итак, кто вы, мои дорогие? Нас много, правда? Поэтому, ну, давайте будем узнавать, как видят вас карты. Ну, такой человек добрый, оптимист, ну, такой человек душевный, вы наделены эмпатией, и вот вы знаете, я скажу смело, не случайно, что вы чего-то не видите. Вы привыкли видеть в людях всегда хорошее. Или даже если вас, может быть, с некоторыми людьми сталкивают такие ситуации, когда уже вроде и хорошего-то, понятно, тут, может быть, кто-то из вас и предательство пережил, но вы не ожесточились, ваша душа, она не очерствела. Вы все равно надеетесь на то, что, ну, придет же в конце концов понимание. Может быть, и совесть проснется. Или, знаете, вот по этой карте верующие люди проходят. Я не имею в виду какой-то фанатизм. Тут у кого-то из вас вообще как таковой веры может не быть, да, или она где-то пошатнулась. Все таки мы все разные, давайте будем правильно воспринимать. Поэтому иногда вера, может быть, она есть, но это просто, вот знаете, в какую-то высшую справедливость. Я вот именно об этом хотела сказать. И это не потому, что вы, ну как, через месть. Нет, вот это как раз нет. А когда вы готовы ждать, что совесть в ком-то проснется, благородные качества проснутся, придет понимание. Может быть, эта ситуация у кого-то все-таки это у нас туз чаш, ситуация с близкими. Причем, был какой-то минус или была даже разрушительная у кого-то ситуация, но вы все равно настолько душевный оптимист, вы думаете, что, ну, каждый приходит к каким-то жизненно важным выводам через свой опыт. Поэтому вы, может быть, знаете, как спокойно наблюдаете за суматохой мира, суматохой, которая царит вокруг вас. И искренне верите, что все равно правда восторжествует. Вот я вижу здесь вот именно добрых людей. Причем это не добренькие, нет, а это то, что искренняя доброта от всей души. Вы готовы ею делиться. Но, может быть, раз вы смотрите расклады, скорее всего, все же жизнь подвела к некоторым итогам, заставляет вас просто в целях самосохранения, осторожности рассматривать альтернативные варианты. Ну, точно. Вот у кого-то грустная история ну, из-за вашей доверчивости или наоборот из-за вашей искренности, или вы для людей как открытая книга, или в вашей жизни именно теперь застой, потому что тот, кому вы либо доверились, или те, кому вы доверились, или когда вы надеялись на справедливость, а в результате вышло иначе. Вот есть какая-то тема у вас, которая вы-то к ней подходили с чистым искренним подходом или желанием каким-то тоже. Тут не было 2 пишем, 3 в уме оставляем. Нет, в том-то и дело. Тут совершенно другой человек.
И все то, что я сказала в самом начале, что это вы, скорее всего, страдаете от того, что от чрезмерной, например, открытости своей или от того, что вот ваша добрая душа, мы ведь все равно сталкиваемся с разного рода поведением, разными людьми, но вы учитесь таким образом себя, правда, сохранять. Какие-то барьеры или вы сейчас пришли к выводу, что мне как воздух необходимо, ну, как обозначить свое пространство, куда я никого не пускаю. Это для меня пространство самосохранения, моей надежности, моей стабильности. И это может быть одновременно и как ваши мысли или то, что вы транслируете, или насколько вы открыты в диалогах, а у кого-то это может быть решение, которое связано, ну, напрямую с благополучием, потому что мечи – это у нас и мысли, и интеллект. Ну, значит, тут могли быть разного рода вопросы, в том числе и финансовые. Почему нет? Мы все разные, что прямо сейчас. Путь мага. Ну, что тут скажешь? Я всегда говорю, магами не рождаются, ими становятся. Когда ты открыт миру, а ты сталкиваешься с какой-то холодной и абсолютно равнодушной средой, костной средой, или как упираются все твои желания и чистые помыслы в стену. И тут ты со стеной не поговоришь. И пусть эта стена, условно говоря, олицетворение конкретного персонажа или человека. Может быть, кто-то из вас столкнулся, ну, с преградами в плане закона, например, да, одно было можно сделать, а другое, допустим, нельзя. Или законом одно было предусмотрено, а что-то другое нет. Но все же часто карта мага – это на уровне взаимоотношений. И причем взаимоотношений с кем-то, с близкими, когда мы кому-то доверяли, а получили что-то совершенно обратное. И на самом деле мы приходим к выводу, и уже никаких эмоций разрушительных нет, посмотрите. Вот если наступает здоровое равнодушие, то, пожалуй, оно выглядит вот так. Вот как девочка нам показана, девушка, да? Вот есть мое гнездышко, есть мое пространство, есть что-то для меня очень важное. Но оно больше как идея или моя личная духовность, моя вера. Но пока это не сбылось в реальной жизни. Есть надежда на то, что все же это получится. Но сказать, что вот прямо сейчас вы наслаждаетесь жизнью, я, конечно, не могу. И не наслаждаетесь у кого-то наоборот. Тут как бы финансовых проблем нет, еще каких-то жилищных проблем нет, а именно как одиночество может быть, даже если вы в паре, или когда есть, ну, вот эта тяжесть душевная, которую вы никому не расскажете. А потому что либо не поймут, либо посмеются, либо как будто еще сзади подтолкнут и именно в ту точку попадут, где больнее всего. Вот вас какая-то история учит себя защищать. И именно через все то, что я обрисовала по этим картам, вот вы становитесь этим магом, великим практиком. Когда вы сохраняете себя и понимаете, что нравится мне это, не нравится, но четко существует дела, персоны, где я не могу раскрываться, где люди манипулируют. Или, может быть, вы пришли недавно к этому выводу, что или я учусь манипулировать, или где-то вовремя уходить от тех направлений или каких-то предпосылок, когда мне подсказывает моя интуиция, а вы тут явно уже научились слушать свою интуицию, карта мага. Когда что-то приходит иррациональное, и вы понимаете, потому что один на один вы можете быть и как с проблемами, так и с разного рода задачами, которые вы вообще, может быть, прежде ими не занимались. И тут только доверие самому себе вам дает правильные подсказки, и с другой стороны позволяет, может быть, аккуратно так пошагово решать какие-то заданные вопросы или темы, которые как на злобу дня, да, от которых мы не уйдем. И это все становление мага. Либо мы манипулируем отчасти, да, либо манипулируют нами. Вот какой-то подобный вывод вы уже явно сделали. Может быть, вы и столкнулись с таким человеком, который вас как раз и научил что-то подобное, да, или вынудил вас в подобных энергиях находиться, потому что к нам приходят иногда такие учителя, и мы понимаем, что, ну, а потом что? Ничего не происходит, в принципе, у человека все прекрасно, но мы-то почему-то страдаем.
И стало быть, эти энергии, они, в принципе, имеют право на жизнь. Просто я ими пока не владела или не владел. Значит, нужно и эту практику мне тоже освоить. Что прямо сейчас? Да, кто-то учится быть этим самым магом. Кто-то из вас, вот эти энергии приходят. А, кстати, когда выпадает карта мага, когда мы входим, словно, мои дорогие, в эти энергии, наша финансовая ситуация потихоньку начинает выравниваться. Как ни странно, поэтому и маг великий практик, он себе не мешает, понимаете? Вот я, как будто он сам себе сказал, как дал клятву на всю жизнь. Вот я себе не помешаю сам и не позволю мне помешать кому-то другому. И вот эти первые шаги. Может быть, это отчасти какие-то зерна ваших будущих успехов и побед. Вы потому что уже понимаете, что да, как и ухаживать за этим приходится, за своими проектами. Хотя, может быть, прежде вы ухаживали за кем-то другим или заботились о ком-то другом. Но потом то, что случилось, уже произошло, тоже заставило сделать выводы. Так вот, ваши усилия на заботу о вашем будущем сейчас. Вы, по крайней мере, вот кто смотрит мои видео, где-то в глубине души вы как себе дали зарок. Я, по крайней мере, вижу так. Есть какая-то ситуация у вас сейчас в жизни, которая еще не определена. И которая, наверное, занимает как раз ваше внимание, ваш ум. Может быть, и какая-то пауза по части либо взаимоотношений, когда было что-то обещано, а потом ну, ВОЗ и ныне там ничего не развивалось. Может быть, это какая-то ситуация по части документов или регламента. Я очень часто говорю, что по семерке пентаклей, вот если так, убрать эмоции, мы ждем какой-то бумаги или заключения, пусть это будет, или важного документа, после которого, как мы получим, начнется словно иной отчет или иная точка уже бытия. Правда, вот как планы ваши, так и есть какое-то документальное подтверждение. Если у кого-то именно семерка пентаклей срабатывает, ну или перекликается с той позиции, когда вы действительно ждете эту бумагу, значит, вот это же ожидание, оно будет наполнено тем, что, ну, и убыстрить не могу, но и как будто меня это сдерживает, потому что я бы и рад или рада куда-то поехать, но пока это не получается, пока этот этап не будет пройден или закончен, я вынужден быть в этом ожидании. Я даже не могу сказать, что это пустое ожидание. Нет, потому что рядом карта мага. Хотя может быть и обратная ситуация, когда вы ждали какого-то человека, вы получаете весть о том или конкретно от этой персоны, либо, может быть, от каких-то иных лиц, связанных с этим человеком, или, может быть, это общие какие-то темы по части вашей работы, или это продвижение какое-то ваше, общий интерес по финансовой ситуации или есть взаимодействие. Но тем не менее, посмотрите, маг, семерка пентаклей, рыцарь чаш. Как будто вы получили либо какую-то весточку, или вы получили, ну, для кого-то конкретно человек какой-то откликается, может быть, вам что-то предлагает, может быть, и вы предложили что-то. И вы теперь уже настроены пройти тот путь с собственным интересом. Не с чьим-то интересом, когда вас куда-то пригласили, а скорее всего, это вы могли, мои дорогие, так вот положа руку на сердце, сами подумать, что нет, вот есть какой-то человек, который может быть вам полезен. Я не могу сказать, что вы на него надеетесь. Нет, ну, может быть, как один из вариантов, вы именно имеете уже свой план. Может быть, этот план включает очень много мелких каких-то планов, и вы тогда будете, или, по крайней мере, готовы. Мгм, я попробую одно, если по какой-то причине это не срабатывает, окей, я тогда попробую что-то другое. Вы очень здраво смотрите на жизнь. Хотя я не могу исключить, что кто-то в вашу жизнь возвращается, и как ни в чем не бывало. Иногда такое тоже бывает по рыцарю чаш. Итак, что же прямо сейчас? Ну, вы можете допускать, кстати, что те люди, которые возвращаются, их жизнь тоже изменила. К вам могут возвращаться действительно какие-то бумаги, как возможность заключить какие-то соглашения, контракты или пересмотреть некоторые договоры, контракты, соглашения. Опять же, бумаги иногда проходят по королю
пентаклей. Ведь это великий консерватор. Если мы говорим о консерватизме, то это все то, что по закону. Может быть, это и тема решения финансовых дел при взаимодействии с банками. Может быть, тем не менее, явный какой-то есть контакт с человеком ресурсным. Может быть, вы себя, да, у вас не выпало пентаклевых карт. Это вы можете чувствовать, что вот я вот-вот какую-то ситуацию могу как раз ею управлять и исправить. Но чья-то помощь или поддержка, она была бы мне очень кстати. В какой-то мере, на какой-то процент. И, в принципе, вы поддерживаете тогда какой-то контакт. Именно потому, что допускаете. Мы говорили, маг-волшебник, правда? И, конечно, приходится быть серым кардиналом. Поэтому, если есть, пусть на какой-то короткий период, взаимодействие с конкретным человеком, и как-то это помогает решить вашу тему, ваш вопрос, ваш интерес, мои дорогие. Значит, вы готовы действовать, но не на доверие. Вот смотрите, ни одной карты доверия. Вы как поменяли. Вот если в душе, да, вы сохраняете вот этот цвет, вот это солнце, вот это тепло, но для самих себя. Как будто вот это тепло, тепло вашего дома, вот вы сами, ваш дом, хочется сказать, или место вашей безопасности. И на этом как будто табу. Карта мага. Это, знаете, как грань между тем, на что я соглашусь или что я буду делать, но так, чтобы себе не навредить, и той честностью и искренностью, которую знаю только я один или одна, и больше никто об этом не знает. А вот дальше пошли вариации. Вот очень интересно, если это как-то с вами совпадает, то есть явно нам человек, который прошел нелегкий путь и явно нашел не единожды какие-то грабли или, может быть, действительно, когда вами прежде манипулировали и научили правильно относиться к жизни. Да, вот так тоже бывает. Поэтому продолжим. Чего вы не видите? Хотя мне сложно сказать, чего вы не видите. Вы видите маг. Поэтому смотрим дальше. Может быть, как раз будут карты подтверждения того, что вы предполагаете. Предпосылок, может быть, и нет, или есть такие очень робкие, конкретики нет, но какой-то вот, как если мы говорим на будущее, явные элементы совпадения у вас будут. Колесо фортуны. Вот вы сейчас чувствуете, пора, не теряя ни минуты. Ну, это я условно говорю, может быть, и не минуты. Кто-то планирует путешествие, поездку, и по этой карте может быть перемещение или конкретная дорога, потому что вы как будто должны приехать в какую-то местность, может быть, увидеть что-то своими глазами, или планируете какие-то документы, опять же, да, создать, подписать или обговорить, диалоги какие-то провести, прояснить, опять же, какую-то ситуацию. И понимаете, может быть, кстати, эта тема вам уже знакома, и вы ее когда-то отложили на потом, и вот теперь вы говорите «пора». И тут только будет разница в сроках. У кого-то это может быть буквально быстро на днях, а у кого-то это может быть, ну, с учетом планетарных транзитов, могу сказать, что если я делаю этот расклад где-то, ну, октябрь месяц, то может вот эта ситуация быть у вас решена в течение, ну, до конца года, я бы даже сказала октябрь-ноябрь. Вот явно вы можете куда-то поехать, отправиться. Потому что здесь не на далекую дистанцию, здесь явно как-то рамки временные будут уплотняться. Ладно, чего вы не видите, но колесо фортуны. Вы как раз и видите, что я ничего не вижу, но я чувствую по этой карте. Чуйка, мои дорогие, или интуиция, назовите это как угодно. То есть, знаете, как, может быть, вокруг сумбур. Но в этом сумбуре вы что-то проанализировали уже, да, уже имеете какой-то опыт. Это, знаете, как какие-то красивые кружева складываются из маленьких петелек, из маленьких узелочков. И вот сложив вот эти узелки, вы понимаете, ага, можно эти узелки разрозненными оставить, а можно как раз сложить в узор. Так вот, колесо фортуны – это как раз тот узор, который из этих узелков. Это то, что мы уже проделали, это где-то наш опыт. И наше желание конечное-то, какой узор мы видим. Вот что-то тут как будто начинает стыковаться. Явных объяснений нет. Но тут, правда, и высшие силы вам помогают.
Чего вы не видите? Сложно сказать, насколько не видите, потому что я говорила, как только мы находимся в энергиях мага, сразу, пусть не сразу, но шаг за шагом, это железно, начинает улучшаться наша финансовая ситуация. Может быть, вы делаете первые шаги, тогда это каждый шаг вам добавляет уверенности. Но я вам должна сказать, ведь правда, тут время как будто пора, и вы можете сомневаться, ехать, не ехать. Вот если кто-то из вас сейчас смотрит, или соглашаться, не соглашаться, тут ведь у каждого свое колесо фортуны. Тут вот этот поворот, он у каждого будет свой. Так вот, примите к сведению шестерка пентаклей, помощь высших сил. Да, карта говорит, что мы вынуждены держать сами баланс. Вот баланс, по сути дела, нам и показан на этой карте. Девушка танцует волшебный танец на одной ноге, стоя на цыпочках на вращающемся колесе. И она у нее получается. И этот танец, она как будто даже счастлива, потому что она умеет балансировать. А тут даже не одно колесо, тут несколько. Поэтому кто его знает, всего 4, посмотрите, колеса. И каждое в свою сторону. А в самом низу тут вообще вращение даже идет как будто вокруг своей оси. То есть вот, понимаете, настолько может быть вокруг вас какое-то хаотичное буквально движение или это хаотичная обстановка, и тем не менее вы понимаете, вы уже настолько вас жизнь адаптировала, что для вас это не преграда. Вы как раз научились видеть в каких-то патовых ситуациях для себя возможности. И тут действительно пора. Чего вы не видите? Но вы этого пока не видите. Это на уровне ощущений. Вы можете не видеть, но предполагать манипуляции конкретного человека, который никогда не будет в тех энергиях, как вы. У него никогда не будет этой эмпатии. Он может о ней мечтать. У кого-то, кстати, это будет история отношений с таким человеком очень рациональным. У кого-то даже человек, который добился многого, занимает высокий пост. Может быть, это даже не сама личность, да, а у кого-то напрямую как раз вы планируете встречу в каких-то, инстанциях, может быть, провести для этого вот эту поездку какую-то вы планируете, встретиться с какими-то должностными лицами, потому что по королю мечей всегда идет эксперт. Эксперт или узкий какой-то специалист, у кого-то может быть, ведь иногда по этой карте адвокаты, юристы, представители законной власти и врачи. То есть эти люди, которые работают по приказу, мои дорогие. Да, в медицине тоже работают по приказу. То есть есть какой-то четкий, не то что даже регламент, а протокол. И в рамках вот этого протокола или приказа, ни больше, ни меньше, человек будет действовать. Может быть, подобный специалист кому-то нужен на расстоянии, и вы какое-то время думали, еду, не еду. Но явно есть какой-то ваш интерес, и даже при том, при всем, что мы поначалу не видим, чем завершится это дело. Но, в принципе, вы уже где-то понимаете, коса на камень может найти. Я могу как будто упереться либо в какую-то неожиданную информацию, или мы пока не знаем, как себя проявит человек. А вот, кстати, как себя проявит. Потому что больше нам тут говорят о том, что вы можете планировать как раз контакты с каким-то человеком. Но чего же вы тогда не видите, мои дорогие? Давайте узнаем. И у кого-то это будут инстанции, или у кого-то это будут чиновники, конкретное лицо, или, может быть, то лицо, с которым вы хотите и намереваетесь встретиться, может быть, какое-то предложение, и вы решаете, да, мне нужно именно как-то проконтактировать с этим человеком, чтобы посмотреть, может быть, в глаза, или для того, чтобы вот этот диалог сам по себе состоялся. Так вот, чего вы не видите? Вот интересно, да? Вот эта карта, она для вас означает, как бы, чего вы не видите и какое-то продолжение. А для вас, как бы для вашей личности, если мы говорим, для вас сейчас фортуна. И в вашу сторону смотрит вот этот король, с кем вы намереваетесь увидеться, или, может быть, то лицо, с которым вы уже имеете какие-то предварительные договоренности. Или пусть это инстанция, вы куда-то отправили договоры. Я пытаюсь перекладывать в разную сферу жизни, у кого тут что. Так вот тогда последующие карты будут показывать, что он несет за своей спиной, и чего вы точно не видите. И у нас выпадает аркан влюбленные. Тот сам человек, если это касается истории личной жизни, любовь. Но сложно сказать, насколько
эмоционален король мечей. Тут, по крайней мере, он не будет это транслировать. Чувства, может быть, и есть. Но это тогда те люди, которые не хотят показаться слабыми. Или не хотят, знаете, словно их, чтобы просчитали или считывали, да, через эмоции. Они либо на себя скорее какую-то маску равнодушия скорее оденут, нежели в этой любви, может быть, или признаются, или ну, все равно ведь двойственность присутствует по аркану влюблённая. Но, может быть, настрой у человека-то и позитивный. Ну, давайте мы еще откроем несколько карт, чего вы не видите. У кого-то из вас будет личная история, которая длилась какое-то время, а потом завершилась либо ничем, либо фиаско, либо была поставлена точка. Причем, скорее всего, это может быть даже человек, как по-английски ушел. Может быть, это он, а у кого-то был конфликт, а потом и вы. То есть тут явно, ну, больше я вижу, посмотрите, если просто даже, да, хоть это сложно так вот по картам судить, но тем не менее, мужчина и женщина. Вот у кого-то личная история так и была. Сначала как, может быть, такой, знаете, как конфликт или преамбула, предпосылка, основание для какого-то конфликта или когда, ну, совершенно не было желания или не было возможности что-то продолжать, или человек так себя повел. Скорее всего, вы были этим очень обескуражены, но у вас не было другого выбора, как вот так вот, да, когда мы закрываем дверь в прошлое, и вроде как двери-то нет, и мы понимаем все то, что было, оно уже случилось и произошло. Я принимаю. Я не могу это изменить, но я иду дальше. И вот после того, когда, может быть, и человек, я не знаю, кто чем тут руководствовался, сложно судить, да, и какая ситуация. Но когда человек, может быть, он вас так воспринимал, если мы говорим о любовной истории, может быть, так воспринимал, что, ну, знаете, как по щелчку, и какая-то история возобновляется. Может быть, человек воспринимал, ну, это у него такая метода, да, и всегда она срабатывала. Вот тут явно не сработало. Потому что аркан влюбленные, с одной стороны, выбор, или когда встречаются двое самодостаточных людей, и если даже поначалу один считает, что он как ведущий в этих отношениях, но он считает до поры до времени, а потом он понимает, что для него это может быть как открытие. Он сталкивается точно с такой, такой же непроницаемой стеной, которую он демонстрировал сам. И если раньше он не предполагал, что что-то подобное могут делать другие, он понимает, что теперь, насколько мне не хватает этих отношений, потому что, ну, во-первых, это может быть вот обескураженность от того, что полная неожиданность, поскольку та, пусть даже, да, девушка, женщина или человек, тут вот с кем сталкивается, оказывается намного сильнее, чем человек предполагал. Его, как знаете, вот какая-то история вынуждает изменить отношение и мнение о человеке. Все-таки сложный вот этот аркан влюбленные. Нам говорят, сепарация только иллюзия, разделение только иллюзия. И если прежде вот этот вот такой очень проницательный и непроницаемый король мечей мог считать или быть уверенным, что я контролирую ситуацию. Тут он понимает, да я ни шиша не контролирую. Но он в этом никогда не признается. Для него сложно признаться самому. Но есть какая-то невидимая сила, которая, может быть, его толкает вам навстречу. Может быть, если мы переложим на чиновников, тогда следующая ситуация. Или на какую-то официальную ситуацию. Тогда тоже что-то было решено не в вашу пользу, это точно. А теперь это, знаете, как аукнулось, так и откликнулось. Если раньше было что-то совершено противоправное или неправильное, или какой-то был даже на основе конфликта, вы пытались кому-то что-то доказывать, на вашей стороне была правда, потом все равно вот из этого ничего не получилось. И вы оставили как есть. Может быть, даже было именно из-за каких-то несогласованных моментов, бумаг каких-то неподписанных или неправильно оформленных. Потом был какой-то для вас минус. Но вот тогда вам пространство по колесу фортуны возвращает вот эту минусовую ситуацию для того, чтобы вы ее скорректировали. Явно есть контактное лицо. Давайте мы с вами узнаем. Если мы спросили, чего вы не видите,
А между тем, что же происходит за вашей спиной? Резонный вопрос, правда? Что же происходит за вашей спиной, мои дорогие? Да, вы пока либо не знаете, либо не предполагаете, может быть, и пытаетесь просчитать, как это, к чему все идет, да, или в конечном итоге. Посмотрите, по пажу жезлов вы получите в ближайшее время какую-то информационную весточку, либо документ, либо вам позвонят, ну, смотря у кого чего касается вопрос. Напишут в мессенджерах, может быть, кто-то, да, или когда пригласят, может быть, на какую-то беседу. Но самое главное в этой колоде, посмотрите, паж жезлов, мы всегда говорим, это вестники, да? А потом как будто вот этот жезл, он очертил уже один круг и выходит на новый виток. И все то, что я говорила, да, какая-то минусовая ситуация. Может быть, вы, ну, приняли ее как данность, но сказать, что вы до бесконечности где-то ее проигрываете, уже нет. Вы просто именно оставили это в прошлом. Так вот, вам что-то из прошлого может вернуться. Или с элементом того, что ранее не было осуществлено, а теперь как будто есть возможность. Ну вот посмотрите, мои дорогие, два пажа. Ну, есть, знаете, как еще много чего вам предстоит пройти. И если я говорила, держите баланс, высшие силы помогают. Точно, мои дорогие, баланс просто необходим. Обратите внимание, паж мечей. Вам придется как будто вот так на цыпочках, опять же. Очень похоже, в этом колесо фортуны. Пройти над обрывом, над какой-то пропастью. Знание– сила. Вам придется действительно то, что вы не видите, но тогда настройтесь на то, что либо работа с документами, либо изучение какого-то законодательства, как работает в целом закон. У кого-то, если это с перемещением или переездом далеко, как работают законы, когда вы там какое-то время находитесь, какие есть альтернативные варианты. Ну, подстраховка от начала до конца. И пусть вот эти два шага, ну, не такой большой, правда, как бы дистанция сама, не такой большой период даже по времени, как будто что-то может решаться достаточно быстро. Но тут самое главное, на что-то нужно решиться, а после этого держать равновесие и быть готовым к тому, что вы еще можете что-то услышать. Птицы. Птицы– это всегда новости. И, может быть, это та разрозненная информация, которая вас путает и где-то мешает это равновесие держать. А тем не менее, нам карта говорит, знание– сила. Доверяй, но проверяй. Изучай что-то, изучай буквально информацию. Но не смотри вниз и не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Вот за вашей спиной, как знаете, какая-то, ну, невидимая сила уже готовит почву для определенной информации или для каких-то вестей. И это будет для вас означать выход из лабиринта, из какой-то путаницы. Тут такая ситуация, которая длилась, может быть, даже годами. Или когда, пусть это днями, месяцами, но иногда у нас даже за короткий период жизни проходит, ну, такое переплетение или такой винегрет, правда, каких-то истечений обстоятельств, и людей, и событий, и новостей. И попробуй ты там что-то разберись. Но вот разберетесь, мои дорогие, вы пока это не видите. Но словно невидимые силы, наверное, по колесу фортуны вам как будто готовит почву какую-то благодатную, чтобы вы увидели новую возможность. И этот лабиринт для вас закончился. Так, ну давайте. Что прояснится? Что происходит за вашей спиной? Император. Старший аркан. Продолжает нам отчасти как раз вот вверх по верхнему ряду, да, что есть конкретная персона. И она, опять же, будет либо это лицо, наделенное властью, как я говорила, или какие-то экспертные, может быть, организации, или эксперт, адвокат, может быть, юрист, или человек, который наделенный властью, сферами влияния. Вот контакты с ним будут. Или это сам по себе человек в таких энергиях, как император. Попробуй с ним еще договорись, это правда. Но император, мудрый император, если нам повезет, будем говорить, он готов корректировать свои планы, он готов альтернативное что-то рассматривать. Ну, а тот, который подходит к решению вопроса, есть два мнения, мое и неправильное, то, конечно, тут будет несколько сложнее. И, наверное, у кого-то из вас, тут самому, может быть, человеку, но определиться будет тоже непросто. Поэтому в этом плане
Вы можете столкнуться с разными проявлениями особенностей личности, правда? Поэтому вот эта холодная голова, постоянная аналитика. И если вы видите или видели, вот сейчас видите, да, вы еще не проконтактировали или куда-то не поехали, еще не встретились, еще не получили какой-то бумаги, вести и так далее, то у вас будет какой-то контакт, когда вам предельно нужно быть вот этим магом. Ну, не дать себя вывести на какие-то эмоции, не дать поддаться, может быть, желанию или искушению что-то доказывать, а именно взаимодействовать, но отчасти манипулировать, не других вариантов. Потому что император, он всегда на своей волне. Что происходит за вашей спиной, чего вы пока не знаете. Если это касается какой-то важной встречи, скорее всего, вот этот человек, или, к примеру, какая-то запутанная история, может быть, с родственниками, какими-то организациями, я уже вскользь упоминала, вы могли куда-то отправлять документы или, ну, как будто, может быть, заочно, да, если вот для вашего какого-то дела или случая такая форма предусмотренная по переписке что-то решить, или удаленно, или через доверенных лиц, у кого-то ведь и так будет проигрываться, то вот как будто вы не видите и не знаете, а уже какое-то решение человек принял. Уже поставил в чем-то точку. Чего вы еще не видите? А вы знаете, тут точка будет только касаться того, что, может быть, человек понимает, либо с вами сложно будет договориться, ему тоже. Потому что вас невозможно будет просчитать. Вы действительно, тут человек вынужден менять о вас мнение. Я уже это говорила. И он вас видит как королева мечей. И неважно, кто меня сейчас смотрит. Либо девочки мои дорогие, либо мужчины. Это те энергии, знаете, как прообраз Юдифи по королеве мечей. И, как известно, из Библии уж отрезала, так отрезала. И значит, человек где-то понимает, его тоже неосторожный шаг, и все закончится. Он упустит какую-то возможность. Он вам об этом не признается. Но, я бы сказала, есть интерес какой-то к вам и желание договориться. Мне очень хочется достать следующий ряд и спросить, что же тайное станет явным? Из того, что было скрыто тайно или сделано в тайне, или сделано, может быть, почему-то умыслу, а может быть, это был и ляпсус какой-то. Но в любом случае, то, что скрыто, станет явным. Что это? Чего это касается? Или, может быть, и к чему все идет? Рыцарь Пентаклей. Какая-то ситуация, она все-таки не будет быстро развиваться. Будьте готовы, что вам самим не плашать, изучать буквально документы. Иногда по рыцарю Пентаклей вот именно какая-то детализация, внимание к каким-то мелочам. По сути, мелочей нет. Тут какую-то крупную картину складывают как раз мелочи. И если мы скажем или отмахнемся, а это какая-то ерунда. Нет. Может сразу пойти какой-то ляпсус, понимаете? Будьте предельно внимательны, бдительны. Для вас задача вот сейчас, вы как жизненный урок проходите, страшный суд, избавление от боли, избавление от страданий. Но ведь есть всегда элемент того, что мы как будто соскользнем и вернемся в прежнее положение. Вот поэтому, может быть, детализация вам необходима, чтобы не дать возможности отчасти вами манипулировать тоже. Вот холодная голова, вот обратите внимание, вообще у нас эмоций не выпадает. И, может быть, отчасти кто-то будет ссылаться на то или пытаться вас вывести на эти эмоции. У нас с этого начался наш расклад. И очень часто королева чаш, у кого-то это будет личная история, опять же подтверждаю, да, причем среди, двух разных людей, которые находятся в разных энергиях. А для кого-то иногда по этой карте, знаете, какой-то бесконечный альтруизм, бесконечное согласие, жертвенность. Вплоть до жертвенности, понимаете? И будут, может быть, вы не видите, но человек, с одной стороны, может так, если это касается именно с конкретной персоной. С одной стороны, понимает, что, как бы он готов манипулировать. Я попробую один метод. Если он не сработает, я быстро переключусь на то, чтобы не упустить какую-то возможность. Но пробовать он явно будет. Метод не один. Будьте к этому готовы. Он продумывает эту стратегию. Да, он сам не знает, как действовать. Потому что
С одной стороны, человек понимает, может быть, меру ответственности, когда нужно будет подписать, как я говорила, какой-то документ или на что-то решиться. По пятерке жезлов нет. Тут сам человек, хоть нам и император показан, а это постоянный какой-то внутренний драйв противоречий в душе самого человека. Вот вы уже определились. Вот вам, знаете, даже какой-то очень сложный путь довелось пройти. А тем не менее человек не может преодолеть даже какую-то малость. Он привык, может быть победителем, но император, ну что ты тут скажешь? Или, может быть, ему по закону выгоднее что-то именно в своем ключе решить. Ну, тут у кого чего касается. Ладно. Так что же, тайное, скрытое станет явным. Вот вы, видимо, это увидите, все то, что я говорю. Для человека, посмотрите, будет явным то, что когда-то он словно отказался от своего счастья или отказался от какой-то возможности. Может быть, если мы говорим про документы, он когда-то отказался от того, чтобы ему могло быть полезным. А вот вы можете и не видеть, что человек сейчас об этом сожалеет. Он, наверное, думал явно, что он слишком много сделал. Вы знаете, явно человек сожалеет о том, что он все-таки ошибку допустил. Но корень проблемы, сказать, что вот самому себе, ну, буквально, это мой ляпсус, это моя ошибка. Или, знаете, вот как осознать эту ошибку, что ли, да? Это дойти до какой-то максимальной такой отметки, когда человек готов попросить прощения. Но нет, вот тут никто не готов. Но вместе с тем, что он что-то упускает, человек это точно осознает. Будьте внимательны все равно, посмотрите. Есть, конечно, если мы говорим, что тайное станет явным, значит, каким-то образом вы это прочувствуете. У вас есть возможность, безусловно, решить в ближайшее время какой-то вопрос. Но вы будете сталкиваться, мои дорогие, с какими-то манипуляциями, может быть, каким-то хаосом внутренним у человека, если это касается личной жизни, или когда даже отправляясь в какие-то инстанции, там тоже люди будут что-то юлить, крутить, как-то, понимаете, пытаться в какую-то свою более выгодную позицию перевернуть. И, понимаете, вам нельзя расслабиться, мои дорогие. Вам нельзя где-то согласиться на какое-то ожидание. Вот это категорически нет. Я имею в виду то ожидание, когда, ну, к примеру, вы пришли для каких-то согласований, а вам говорят, ну, давайте мы сейчас вот это с вами подпишем, а вот потом, там, через месяц, или пусть вам пообещают через 2-3 дня. И потом мы уже будем вот определяться, допустим, с чем-то с другим. То есть люди будут пытаться перевернуть какую-то ситуацию, словно наоборот. Вот это тайное, вот это вам надо держать. Понимаете, тут нельзя согласиться на какую-то вам манипуляцию ни в коем случае. Иначе это будет как вот тот самый возврат. Поэтому нет, не бойтесь заявлять красиво, элегантно, дипломатично. Нет, давайте мы с вами решим этот вопрос, а потом посмотрим дальше. Мы не говорим, что вы какую-то конфронтацию устраиваете. Нет, вы четко обозначаете свои границы, на что вы или даете понять какому-то человеку, на что вы согласны, а на что нет. Я так вижу, тогда будет вот этих побед больше. Ладно, так и в конце концов, что для вас? Что для вас сложится из того, что сейчас скрыто? Что для вас сложится? Надейтесь сами на себя, мои дорогие, да, тут нельзя, ведь это мудрец. Нам, кстати, говорят, что вам никто не будет мешать. И все то, что я описала, значит, карта говорит, тебе никто не мешает. Значит, если не мешает, это хорошо в том плане, вы можете это как-то корректировать. Но сказать, что вы кому-то перепоручили тему, делу, которое вот вас интересует, я не могу. Тут самому придется что-то контролировать. Но, может быть, отчасти тоже корректировать какой-то свой сценарий. Посмотрите, на вас будут воздействовать много сил. Много, может быть, вы столкнетесь с какими-то интересами. На вас могут воздействовать через лесть или через уговоры, или наоборот, через какой-то спор. Как будто все средства хороши, лишь бы вы на что-то согласились. А нам говорит, нет, вот посмотрите, даже девушка,
в этой колоде как бы сохраняет собственный дзен, она просто отвернулась. Она и не спорит, она просто не отвечает. Что еще для вас? Ну, контакты, опять же, какие-то у вас будут продолжены. Может быть, идет становление, как, знаете, новая фаза или новый этап взаимоотношений у кого-то. Или новый этап договоренности. Ну, интересно, а к чему это все идет? Какая-то, может быть, и пауза. Вот я не исключаю того, что через какую-то задержку, у вас может решиться в ближайшее время вопрос, да, но победа как будто будет, но может частично решиться ваш вопрос. А потом как будто будет, может быть, какая-то дистанция по времени, когда вы это ускорить или окончательное решение вряд ли сможете. Вам придется себя самих явно либо что-то изучать, опять же, или детализировать какую-то тему, или чтобы добиться, да, вот этой победы в конечном итоге получить. Мы тоже сдаем жизненный экзамен, но для кого-то из вас вам себя подготовить как будто будет нужно. И это не совсем как просто ожидание, сидим и ждем. А тут как будто время не потерять, и за это время, когда будет какая-то пауза, вам нужно что-то изучить или еще что-то разузнать. А что вас ждет вообще впереди? Вот интересно. Новый жизненный этап. Тут нельзя сглупить, поэтому как-то все оно, может быть, и идет непросто. Посмотрите, умеренность, тут все идет в свое время, своим чередом. Тут, знаете, всегда проигрывается по аркану умеренности, особенно когда у нас не решается что-то очень быстро. Это мы словно под защитой ангелов-хранителей. Ангел наблюдает за вами. Но все же я вижу, у вас получится решить какую-то тему, если это идет о бумаге речь, да, или о банках, как я говорила, или финансовая сфера. По девятке Пентаклей мы остаемся уже довольны. Но основная задача– это как бы ваша задача. Или это ваше желание. Вам, наверное, самое главное, нельзя позволить себя на что-то уговорить, я вижу. Девятка Пентаклей ведь это, да, это карта человека ресурсного, он доволен. И сова у нас здесь присутствует, мудрость, да? Или, хотя сложно сказать, наверное, может быть и не обязательно сова, может быть голубь мира, кто знает, это значит какая-то добрая весть, ну, которая по части финансов, да, поскольку девятка пентаклей. Но, понимаете, это концентрация на самом себе или самой себе. Тут нам не говорят, это если деньги, значит, наши собственные, заработанные, если согласование, благодаря, опять же, нашим умениям вверху аркан мага, это не есть, что нам кто-то принесли на блюдечке с голубой каемочки, да, как у Ильфа и Петрова, а это когда мы сами, если даже провзаимодействовали, проманипулировали, говорите как хотите, но главный итог вы получаете. А что будет дальше? И вот, видимо, так, шаг за шагом, какие-то возможности, снова туз пентаклей, нам говорит именно Пентакли, я в том плане, что какая-то финансовая ситуация, начиная вот от короля Пентаклей, вы можете столкнуться даже с тем, что, к примеру, я говорила вскользь, у человека есть план А и план Б, а может быть еще и план С. И он думает, что у него получится. Ну так значит, даже если вы сталкиваетесь с первым вариантом, и человек понимает, что нет, вот такой вот первый вариант не пройдет, то тогда он вынужден каким-то образом либо ну, выстраивать с вами более дипломатичные отношения, искать либо к вам подход, либо с вами договариваться. Да, тут тоже пойдет дело не быстро. Здесь еще будет какая-то, ну, может быть, и тайна за вашей спиной, или это будет связано с человеком, пока он там определиться с чем-то. Ну, тут у каждого по-своему с чем-то будет связано. Но самое главное, посмотрите, туз пентаклей, туз жезлов. Это реализация. А туз жезлов– это когда наша жизнь делится словно на период прошлый и уже будущий. Вот как демаркационная линия. Но вы доходите до нее отнюдь не быстро, мои дорогие. И потом вам все придется держать под контролем. Вот такой не самый простой путь. Из того, что скрыто, или то, что вы сейчас предполагаете. А тем не менее, вам фортуна помогает.
Да, это целиком и полностью зависит и от вашей интуиции, от вашей работоспособности, где-то от вашего мужества. Потому что вот как будто по пажу мечей нам ведь нужно все-таки пройти, правда, над этим обрывом. И на самом деле это не так просто. Высшие силы, я говорила, помогают. Но, знаете, тут, если что-то на паузе стоит, не надо пытаться это ускорить любой ценой. Тут наоборот, любая пауза, помните, это для вас вариант найти дополнительную информацию и понимать, что мне нужны какие-то обходные пути. И, может быть, этих путей будет много. Тогда детализируйте какой-то вопрос или проблему на будущее, да. Вам эту победу, в принципе, она у вас будет. Нам ведь сказали, мы после нее начали доставать с последующий ряд, чтобы понимать, к чему это, к какому итогу приходит. Потому что это не сами по себе как бы совершаются события, а еще и от вашей активности. Но то, что новый жизненный этап будет, это точно. И разделит вот этот словно туз жезлов. Кстати, у кого-то это будет конечное решение или подписание какой-то бумаги. Вот на период до и после я сказала, но потом ведь тоже вы не расслабитесь, понимаете? Вам как за одну жизнь, может быть, прожить несколько эпох или несколько жизненных этапов. Но определенно есть какая-то увязка, будем говорить, да, если мы говорим о том, что скрыто, и как это может быть продолжено. То, что было за вашей спиной, тут я бы не сказала, что что-то глобально нехорошее за вашей спиной. Тут есть все-таки, мне хочется сказать, интерес либо к вашей персоне, или если это было увязано с какими-то инстанциями, явно какая-то проблема в отношении вас. Или какие-то, может быть, должностные лица немножко неправильно. Допустим, у него есть инструкция одна, а он как-то увильнул от этой инструкции. Я могу такое допустить, что человек может находиться от вас в какой-то зависимой ситуации или на какой-то процент зависимой. Поэтому он тоже вынужден с вами как-то договариваться. Но вот и это, то, что он от вас зависит тоже, это и будет та правда, которую он не скажет тоже никому. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю, что вы смотрите мои видео. Благодарю за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.